Это клавиатура, сделанная в коллаборации M1 и Vucci Gingo 65 Pro. Как вы можете понять, это вторая версия клавиатуры, и отличается она тем, что здесь на один маунт больше, чем было в первой версии. А также ее отличает screwless дизайн и наличие изящного веса на ботами с логотипом компании, с которым клавиатура выглядит невероятно красиво. Немного стандартной информации. В моем случае это версия с ПК-плейтом и платой с PureKey флекскатами толщиной в 1,2 мм. Ботом в медном цвете, но не из меди. Это просто анодированный алюминий. И это грустно. Я, наверное, думал, что это медный ботом, потому что это выглядело на фото именно так. Но в любом случае это не имеет значения, так как клавиатура звучит по итогу хорошо. Топ в белом цвете с покрытием E-Code. Думаю, стоит немного пояснить, что это значит. По сути, это электрофоретическое покрытие, то есть наложение краски на металлические детали, размещенные в ванне, наполненной электрофоретической краской, при помощи проведения тока через эту же краску. Ты сам понял, что сказал? Нет. На удивление, покрытие на этой клавиатуре мне чрезвычайно понравилось, и он слабо отличается по текстуре от анодирования, что для меня невероятно приятно. Ранее я трогал E-Code на Cycle 7 и QK65, и там он был совершенно другим по текстуре. Беру свои слова назад по поводу E-Code на QK65, да, в принципе E-Code это норм. Но оно все равно лучше. А пока я пью воду из этого красивого стакана, вы можете подписаться на канал. Это что, реклама стакана? Оливете. Теперь давайте перейдем к тому, какой здесь комплект поставки. Прекрасный тканевый кейс для перевозки клавиатур с внутренней велюровой частью. В самом кейсе нас встречают все возможные пакетики с всевозможными проставками. Стабилизаторами от Mane, которые в этот раз меня несколько разочаровали, но об этом чуть позже. Запасные винты и клавиатура, укомплектованная шумоизоляцией. Шумоизоляция на этот раз крайне необычная, но начнем по стандарту. А это... Нет, это не плейтфом. Вот плейтфом, E-фом, шумка с вырезами под хот-свап-сокеты и еще один вид шумки под хот-свап-сокеты, но та, которая приклеивается на заднюю часть. Но вот эта шумоизоляция с вырезами наклеивается на саму плату. По ощущениям это напоминает XP Pad, но я не берусь судить. Также она разделена на 3 части, которые клеятся для того, чтобы не отбирать у клавиатуры, так скажем, флекс. По ощущениям, если вы захотите ее склеить, вы склеите шумку вместе с дорожками. Поэтому используйте лучше вот эту. Ну, типа, зачем? Последний изоляционный слой из PET-пластика, так как клавиатура здесь прилично флексит, и можно тупо замкнуть плату. Поэтому очевидно, что я не могу это вам показать, оно лежит уже в клавиатуре внутри. Комплект богатый, но за такую цену, в принципе, удивляться не приходится. Перейдем к процессу сборки. Клавиатура обладает screwless дизайном, как я говорил ранее, при котором вам не нужно переворачивать клавиатуру для разборки. И мне нравится это решение. Остается лишь вопрос к надежности таких креплений, но в целом я сомневаюсь, что при аккуратной разборке могут возникнуть проблемы с этим. Клавиатура предстает перед нами неукомплектованный. То есть вы вправе самостоятельно выбирать то, какой маунт вы установите, лифспринг или же гаскет на силиконовых стойках. Но подробнее мы об этом поговорим чуть позже. Для установки нужной системы маунта вам не понадобятся никакие отвертки, наклейки и прочее. Все, что вам понадобится, так это насадить необходимые модули на металлические штырьки и найти картинку на официальном сайте, так как без нее мне пришлось залезать в видео Taehi Types, чтобы понять, что куда ставить. Но не суть важно. Да, тяжело, надо разобраться. Taehi Types собирал, он, надеюсь, объяснит, как это делать. What? Huh? Here. Oh, you've got to attach something to this. Oh, that's what the smaller strips are for. Okay. В общем, на лифспринге необходимо приклеить самые небольшие проставки из пенного материала, а на силиконовые подушечки пороновые проставки с каждой из сторон. Махинаций с топом делать никаких не понадобится, остается лишь надеть силиконовые носочки на плейт и собирать все обратно. Даттерборд заведомо прикручен к боттому, поэтому этим заниматься вам не придется. Перед тем, как подробно обсудить маунты,
мне бы хотелось сказать о том, что я поставил на клавиатуру, так как в данном случае будут необходимы тайпинги для понимания того, как клавиатура себя поведет при том или другом маунте. Стабилизаторы от Mane, но не Claude, которые я раньше использовал без каких-либо проблем, на этот раз ввели меня в ступор. Я еле-еле смог вставить скобу в хаузинг на каждом из стабов. И даже 2 хаузинга просто сломалось у меня в руках. Но, к моему счастью, были запасные и не пришлось ничем жертвовать. Великолепным в этих стабилизаторах является их схожесть с Таебисами, которые сейчас стоят около 5000 рублей за комплект. А Mane, на минуточку, можно купить в пределах 1500 рублей на том же Алиэкспрессе. Я уже молчу, сколько это будет стоить на Taobao. Ну и вижу смысл еще похвалить эти стабилизаторы. Их можно сделать лонгпольными за счет пластиковых наклеек, что я собственно и сделал, так как свечами я выбрал небезызвестные VS Marandi. TikTok Marshmallow, которые обладают отличными пружинами, плавностью и приятным низким звуком, которые хоть и не совсем в моем вкусе, но ощущения того стоят. К тому же плейт здесь поликарбонатный, и я бы хотел получить максимально мягкий звук и сами ощущения от печати. Ну и ПБТ-капы от Geekboards с отличной сублимацией, очень приятной на ощупь и с приличной толщиной стенок. Да, кстати, эту клавиатуру, как и кейкапы, предоставили мои друзья из Geekboards, которые продают и собирают кастомные клавиатуры на заказ или модифицируют вашу клавиатуру под ваши хотелки. Для того, чтобы определиться, что именно вы хотите от своего кастома, а не брать клаву в мешке. Выкинь. У них есть свой шоурум в Москве, в который вы можете прийти и пощупать самые разнообразные клавиатуры. У них даже клавиатура на клик есть. С недавних пор они начали делать свою сублимацию на кейкапах, для того, чтобы вы могли получить либо готовый вариант, либо полностью кастомный под вашу раскладку и под ваш уникальный дизайн, что, на мой взгляд, невероятно круто. Также у них есть канал, где они объясняют самые базовые принципы работы клавиатур. В общем, заходите на их сайт по ссылке в описании и прикупите себе чего-нибудь новенького. Пришло время поговорить о маунте. Оба теста я буду проводить без шумоизоляции и с ее полным набором. Первый маунт представляет собой Leafspring маунт, который создает необычную мягкость при печати. Принцип работы, я думаю, вы можете понять, просто посмотрев на них. Плейт с силиконовыми демпферами давит на верхнюю часть лифспринга, на котором также находится небольшой демпфер из тоненькой плотной пены. Печать с ними ощущается очень сбалансированной с точки зрения мягкости. Получается баланс между баунсом и флексом. Баунс, очевидно, дают сами лифспринги, а флекс – плата. Ну скажу честно, мне этот вариант понравился меньше, чем следующий за счет своей плотности. Второй маунт — это немного нестандартный Isolation, который меня порадовал больше с точки зрения повышенной жесткости и, на удивление, снижением вибрации от кейса. Isolation в данном случае практически полностью убирает bounce. На всякий случай поясняю, bounce — это гибкость всего сэндвича целиком, а flex — это гибкость, которая достигается за счет неравномерного проживания платы. Ну и как вы можете догадаться, при таком сценарии использования у клавиатуры преобладает flex. В целом, сам звук становится более плотным по ощущениям, и это, на мой взгляд, хорошо. Опыт эксплуатации. Эта клавиатура, несомненно, оставила о себе приятные впечатления как и со стороны звука, так и со стороны процесса сборки, так как это напомнило мне сборку мебели из Икеи. И это действительно приятный процесс. Так как ее сборка изначально для меня была полна загадок, как сборка лего без инструкции. Я очень рад тем альтернативам, которые предоставляет мне эта клавиатура.
Можно получить разные ощущения от печати и остановиться на том, что вам действительно по душе. Дизайн тоже не оставил меня равнодушным, по крайней мере, в той расцветке, которую обозреваю я. Приятные безели. Приятное безе. Светлана, я не слышу хруста безе. Не в виде стандартных прямых граней, как это зачастую делается. Невероятная обработка и качество покрытия тоже на высоте. Эту клавиатуру просто хочется трогать и брать в руки. Сочетание, подобранное мной, мне несомненно понравилось, поэтому я рад, что мне досталась возможность поковыряться и разобраться в этой клавиатуре. Покупать ее вам или нет, зависит от объема вашего кошелька и тем, нравится вам ее дизайн или нет. Поэтому покупайте клавиатуры, которые вам по-настоящему по душе и которые вас радуют. Ну и до скорых встреч!